В этом видео я вам покажу, как узнать, какие шрифты работают с кириллицей, шрифты, которые встроены в Elementor. Наверняка, когда вы уже пытались создавать тексты в редакторе Elementor, вы обратили внимание, что здесь в типографике предлагается большое количество шрифтов, выпадающий список семейства. И наверняка вы пробовали какие-то из этих шрифтов, и они, как правило, не срабатывали с кириллицей. То есть, смотрите, если мы напишем на английском латиницей, то все будет красиво так, как указано здесь. Но как только мы прописываем на русском языке кириллицей, то ничего не срабатывает. Шрифт остается, ну, только меняется, может быть, жирность, да. И складывается впечатление, что ни один из этих шрифтов здесь не работает, потому что, ну, явно у вас не было времени проверить все эти шрифты, здесь большое количество, и наверняка, наткнувшись на один, на два, посмотрев, что он не работает, вы сделали вывод, что не работают все. Но это не так. Дело в том, что в Elementor встроены шрифты Google Fonts, то есть все шрифты, которые есть в Google Fonts, они сюда встроены. И часть шрифтов Google Fonts, они созданы также и для кириллицы, просто их меньше, конечно же, да, чем для латиницы, гораздо меньше, но они здесь есть. Конечно, вот так вот вручную выбрать и запомнить, какие шрифты есть, практически невозможно, поэтому в этом видео я покажу, как точно определить, какие из этих шрифтов будут работать с кириллицей. Для этого откройте в новую вкладку в браузере и зайдите на сайт Google Fonts, наберите в гугле Google Fonts, вам выйдет первая же ссылка fonts.google.com, перейдите по этой ссылке, дальше вот в выпадающем списке languages выберите кириллица. Мы, то есть, просортируем, да, все шрифты, которые здесь есть, те шрифты, которые работают с кириллицей. И дальше вы смотрите, вот эти все шрифты, официальные Google Fonts, они работают с русским языком, то есть вы можете его использовать, и все они встроены, как я уже сказала, в Elementor. Все, что вам нужно, это просто зайти вот на эту страницу, отфильтровать по кириллице и смотреть, какой шрифт вам нравится. Давайте вот пролистаем, возьмем какой-нибудь необычный, симпатичный. Например, вот Lobster, да, необычный шрифт, или, скажем, Pacifica, или давайте еще что-нибудь найдем интересное, Ruslan Display. Ну, в общем, любой из этих шрифтов, который вам понравится, вы можете выбрать. Ну, давайте возьмем вот этот совсем странный Press Start 2P, не знаю, установлен он или нет, я еще не проверяла, заодно сейчас и посмотрим. Press Start, запоминаете вот это вот название, дальше идете в Elementor и в семейство открываете типографику того текста, который вы хотите поменять, и вот здесь вот в поиске, в самом начале выпадающего списка начинаете прописывать название этого шрифта Press, вот видите, он здесь есть, Press Start, выбираем его, и как видите, все сработало. Ну, странный шрифт, давайте выберем что-нибудь поинтереснее, поспокойнее. Так, ну вот, например, Bad Script, такой рукописный, давайте его посмотрим. Bad Script. Пожалуйста, да, вам не нужно в этом во всем списке искать то, что работает. Вот такой небольшой лайфхак.